дрался. Здесь ход белых. Ну вот непонятно, как, кстати, ходить им. Какой избрать вариант. Давайте посмотрим один из вариантов. Вот такой же H2. И интересно, я считаю, вот здесь интересная схема идет. FE5. Ну и вот D3. D3, иначе, если CB4, даже можно, я думаю, что, ну, во-первых, надо смотреть вот этот вариант. Да, я думаю, что вот этот тоже вариант выигрывает. Я думаю, что и этот вариант, то есть, ну, выиграно, я думаю, что как угодно. А вот D3, давайте паузу маленькую сделаю. И как бы вы походили здесь за черных. HG5 и D5. Ну, вот видите, какая позиция получается. Если пойти сюда, сюда, ну, так, сюда просто, да. Сюда, так, а вот хотел, что вам показать основное, что вам хотел показать, это CD2. И дальше вот эта вот тактика выигрывает. Ну, вот такие варианты. Понятно, что тут выиграно. Да, здесь вот я один момент хотел показать. Если бразильские шашки, вот, допустим, нападаем сюда, то вот это вот ничья, конечно. И сюда. То есть, ну, если русские, там все по-другому, конечно. Но здесь, естественно, не обязательно ходить. Вот, можно просто подстраховаться. И все будет хорошо здесь. Ну, сюда просто. Так, D5. Можно, наверное. Так, ну опять, если вот бразильские, кстати, нельзя нападать. Если бразильские, нельзя нападать. Сюда получается. Так, русские шашки, давайте я специально не смотрю эту позицию. Ну, может так, если на C3 пойти, то ED6. Ну и вот такой вариант. Ну, да, непонятно. Если отдать сюда, то, естественно, сюда. Ну, наверное, такой выигрыш, я думаю. Если чего-то другого тут нету. Сюда тоже не пойдешь, потому что нападем. Ну, наверное, выигрыш, я думаю. Так, вот этот вот момент. Следующая позиция. Так, давайте я за белых переверну. Наверное, так будет наглядней. Ну, вообще, может, позиция не столь интересная, но вот проиграли. Черные, они играли стандартно, они проиграли, к сожалению. То есть, FE7, ну, во-первых, был вот этот ход, интересно, D8 на C7, если CB4, и вот здесь вот постоянно... Нет, давайте CD4 сначала посмотрим. И вот здесь вот постоянно будет вот эта идея. А B6, то есть идея такая, не сдвигать вот эту шашку F4, просто не сдвигать. На ED2, так, на BC5 даже. Я что-то думаю, B5 даже можно, наверное, ходить. BC5 и CD6 даже. Ну, ничего нету, естественно, в этой позиции. И вот именно здесь давайте еще раз один момент посмотрим. Давайте здесь еще момент вот этот покажу. Ну, есть вот эта вот идея постоянная. То есть на этот ход, естественно, сюда и вот получается, допустим, так. Ну, здесь, может, он не сильнейший, но идея покажу, что вот такая вот идея стоит, в принципе. Получается. Так, дальше. Что я хотел показать вам. Но если CD6, то FE3, ну, это тоже ничья здесь. FE3, естественно, это ничья на B8. И ставим дамку на G1. Не даем провести вот эти шашки. Тем более еще шашка F8 есть. То есть вот такая идея. А поиграли, смотрите, вот стандартно. Наверное, полезно и детям будет. Почему? Потому что FE3, то есть рожон, говорят, что сразу рожон ставить, но вот здесь как раз-то такой тип позиции, что рожна, то не надо ставить. Ну вот сюда, то есть оставить именно коловую шашку. Коловая шашка держит две шашки. Вот такая вот позиция получилась. Дальше.
Здесь ход белых. Я делаю паузу, как бы вы пошли. Ну, естественно, gf4 и неотразимая угроза получается. То есть выбиваем мы шашку f6, и получается вот эта вот идея. Так, на 5 бьем. Я уже по бразильской версии просто смотрю. Перемешивается у меня в голове все русские стоклеточные шашки, поэтому я по бразильской версии часто очень смотрю. Не часто, а постоянно смотрю. То есть как-то у меня так вот получается. Ну вот здесь вот интересная позиция достаточно. Наверное, изюминка сегодняшнего вот Ютуба было. GF2 было в партии. А вот интересно такой вариант я смотрел. То есть EF2, но идея такая, чтобы на GH не пойти, и на CB6 получается вот такое, ну, надо нападать, и вот такая вот идея. Хотя вот, я не знаю, посмотреть, кстати, это еще сильнейшее или нет. Ну да, там ходов вроде бы вариантов не хватает, но не хватает сильнейшее. Так, и что-то я вам тут хотел показать еще. На b опять, ну, это, конечно, не супер идея, но вот есть такая тоже идея, конечно, она проигрывает, но есть. Я на стоклеточные смотрю шашки. Естественно, такая мини-шутка. Будем считать, это мини-шутка, но вот cd4. Ну по поводу, давайте, да, cd4 есть ход сюда, сюда, fg3. И вот здесь вот, кстати, очень такие большие проблемы возникают у черных. То есть нападать нельзя, fe3 тоже нельзя. Вот как ходить, в принципе, получается. Видите? И вот это вот маленькая изюминка. Видите, сегодняшнего репортажа. То есть вот я нашел такую позицию. Куда ходить черным? Некуда, собственно говоря, ходить черным. Но вот видите, такая интересная очень позиция. Где бы как, что делать. И так, ну, интересно. Но, естественно, есть здесь ход такой он ни к чему. То есть, получается, что ничейная позиция. Сюда, это ничейная, естественно, позиция. Сюда и сюда ничейная позиция. Ну, вот, если до конца идти, то есть, так вот, интересно получается. Дальше, что я хотел по этой позиции показать. GF2, GH4, и вот здесь вот, естественно, надо было FG3 пошли, и в конце концов еще проиграли. Белая в этой позиции. А надо было DE3, то есть какие ходы делать. Ну, если CB6, то вот такие варианты. B5. GH можно. А G, ну, это ни к чему, понятно, что не ведет. Так, ну, здесь, если, то есть, бразильские, не бразильские, все равно тут, в общем, ни к чему это все не ведет. Видите, я путаюсь все. Бразильские, не бразильские. Ну, вот такие вот интересные моменты. Давайте посмотрим дальше. Так. Ну, вот здесь вот можно так ходить. EF4 получается. Так, вот здесь вот, да, какие-то, наверное, чуть проблемы идут. Давайте будем смотреть, что тут за проблемы. HT, ED. Ну да, тоже, наверное, проблем никаких, собственно говоря, проблем-то никаких и нету. Да, но здесь ничейная позиция. Так, основное, что я вам хотел показать, а вот что я хотел показать, сейчас будем смотреть, что я вам хотел показать в этой позиции. Вот этот вот, да, вот момент. Ну, тоже он получается, то есть сюда, и вот FE3. Такая тоже, ну, ничейная позиция получается, то есть на сюда. Так, что я тут на сюда хотел? Так.
Давайте пробовать ЕД2. Хотя вот мне кажется, что и вот этот вот ход есть. Не, ну давайте ЕД2 пробовать. Ну вот если куда-то сюда, то сюда получается, смотрите, сюда получается. Так, так, так. А на HGT тоже получается. На HGT просто DE и вот эта вот позиция. Ну вот такие вот позиции получаются, в принципе. Так, по поводу этой позиции, наверное, все я хотел показать. Но основной вот этот вот вариант хотел показать, вот эту изюминку, когда именно нету ходов. Так, и этот, наверное, вариант я вам показал все-таки. Хотя можно здесь вот, можно FE3 ходить, а можно и B5 тоже. А, кстати, можно B5 и сводить к этой позиции, да, точно. B5 и сводить к этой позиции. Почему? Потому что я первоначально смотрел вот этот ход, но этот ход тоже ничейный, тут ничего абсолютно нету. DE3, то есть CB6, FG5, ну CB... Так, FG5, так, FG5. Ну, сюда, я думаю, надо ходить. В принципе, вот такая вот позиция получается. Дальше. Так, ну, так. То партию мы не будем смотреть. И вот опять интересная позиция, я считаю, очень интересная позиция. Здесь HG7 они пошли, ну и в конце концов после вот этого хода они проиграли. А вот здесь давайте посмотрим, перевернем доску и посмотрим, какие были другие варианты. Здесь есть очень интересные варианты. Не буду говорить, из какого дебюта, но есть моменты интересные достаточно. Здесь можно отдать вот таким образом и пойти BA7. Ну и вот очень интересные варианты будут возникать. Понятно, что вот этот вот ход, ну, не знаю, как здесь доскональный анализ будет, но вот много жертв интересных. Ну, можно BC7, можно даже FG7. Вот такие вот ходы показывают. Ну, то есть интересная здесь позиция, но, видите, даже такой ход есть. Понятно, что она позиция нехорошая. Надо смотреть, конечно, как она сходится, но дело в том, что на этот ход можно просто провести комбинацию. Можно не проводить, ну, DC3, наверное, так. Получается, DC3 надо. ЖФ, ну и все, в принципе. АБ4, да, здесь, наверное. Такой вариант. И плохо очень все. Так, дальше. EF6. Ну вот, CD4. Вот этот я момент хотел показать. Дальше. Что-то я вам хотел еще тут показать. А, есть вот этот, наверное, самый интересный вариант, конечно. Вот этот будет. Ну, здесь очень много вариантов как-то. И вот, наверное, скорее всего, вот этот будет вариант. Но я здесь, честно скажу, не анализировал. Ну вот, ED4 есть и BA3. Дальше CD4, BA3. Но видите, группировка это, конечно, страшная группировка. Неизвестно, что с ней делать белым. Поэтому, конечно, позицию нежелательно такой играть. Ну вот что я хотел сказать, чтобы обратили внимание вот на этот ход. Дальше, конечно, ход есть этот, но так как-то наиболее, не сильно он такой красивый, но есть он тоже этот ход, поэтому вот такие вот варианты. Сегодня такой краткий получился обзор, ну, я надеюсь, интересные фрагменты будут, жду ваших комментариев и до новых встреч.